Добрый день, друзья. Давайте рассмотрим прогноз по США. Значит, у нас основной прогноз был, назывался на канале «Индекс войны Тарасова». То есть это вообще прогноз до 29 года, в котором показан спектрум, как он будет нарастать, и все войны, катастрофы до 29 года, насилие и так дальше. Из 28-29 года уже это будет пик, и потом будет спад военных действий. Это был общий прогноз. Теперь переходим к частному прогнозу. То есть мы сейчас рассматриваем прогноз для США на 26 год. Итак, мы говорили о том, что будет вот ось катастроф включаться ураном, да, в преддверии уран будет подходить к оси Альдебаран. Антарес — это такая у нас ось катастроф, вот она находится. Вот здесь вот она находится, и мы ее как бы включаем ураном. То есть когда уран вот сюда подходит, он эту ось катастроф включает. Мы построили это на графике. Вот я уже построил. Ну, примерно это 27, 28, 29 год. Как раз пик вот этого по индексу войны. Это будет как раз пик. И смотрим, когда предыдущие разы у нас были похожие соединения. То есть это был 43, 44, 45 год, то есть Вторая мировая война. И это у нас было в преддверии гражданской войны в Соединенных Штатах. Вот, это было и раньше, но у меня просто нету дальнейших котировок. Раньше у меня есть котировки там на 200 лет, до 1800 года, раньше нет. Итак, выяснили, что вот такое же соединение похожее будет, начнется с 27 года, но мы делаем прогноз на 26 год. Поэтому понимаем, что да, есть опасность как у какого-то насилия, что было похожий аспект перед гражданской войной. Все это мы выяснили, отключаем. Следующий важный аспект, который будет в карте Соединенных Штатов, это оппозиция Сатурн-Сатурн и квадратура Нептун-Венера. Вот мы построили квадратуру Нептун-Венера и смотрим, что Нептун может квадратить Венеру либо совно, либо с весов. Включаем феномена модуль и смотрим, когда Нептун квадратит Венеру с весов. Смотрим, вот он квадратит с весов. Нам этот аспект не нужен. Нам нужен, когда он квадратит совно. Вот. И смотрим и видим, что похожий аспект, который будет в 26 году, он был в 1862-63 году. И что это у нас? Это опять выход на годы гражданской войны в США. То есть мы вот строили Альдебаран, вот, пожалуйста, преддверие, вот он, красной линии. И вот мы видим транзитный метод, который тоже показывает похожий год, совпадающий с годами гражданской войны. Вот, поэтому у нас вот похожий год будет 2026-2027 годы. Надо сказать, что сейчас я посмотрю, какие я орбы строил. Орб 1,5 градуса. То есть в 25 году немножко, можно сказать, что аспект чуть-чуть начал действовать, но основное его действие развернется все-таки в 26 году. Дальше важный аспект, который будет следующий, это Сатурн транзитный. Будет аспектировать Сатурн натальный. Смотрим, когда это будет. Ну, это будет летом 26 года. Ну и закончит аспект действия в 27 году. Ну, туда не забегаем, но мы видим, что уже многие события совпадают на 26 год. Что у нас было на похожем аспекте? То есть отматываем назад, смотрим. Оппозиция Сатурнов была в 97 году. То есть это у нас импичмент Билла Клинтона. В 98 году был импичмент Билла Клинтона. В 97 году мы смотрим, у нас была перестрелка в Северном Голливуде. Потом был импичмент уже в 98 году. Идем дальше, когда у нас похожий был аспект. В 1968 году была оппозиция, был один экзакт. Смотрим события на 1968 году. Так, это гражданская война. В 1968 году были протесты. Протесты были направлены против участия войны во Вьетнаме. То есть это были антивоенные протесты. И, ну, это два у нас события. До этого 1938 год. Это у нас была рецессия, так называемая рецессия Рузвельта, то есть тоже, скажем так, шаталось кресло. До этого, ну, тут я пропущу, а здесь у нас были антикитайские законы и приравнивание доллара к золоту. Вот, ну, берем последние события, то есть уже все скоплено и делаем вывод, что
В принципе, это кризис власти в Штатах. То есть это действительно возможные антитрамповские настроения, антитрамповские протесты, но так как у нас вот включается здесь такая достаточно агрессивный, да, аспект, делаем вывод, что все-таки речь идет именно о военном каком-то противостоянии, о военных беспорядках в США в 2026 году. Вот это основные события на 2026 году, это мы уже подытожили. Что мы использовали? То есть мы взяли мы взяли метод транзит к транзиту и транзит к наталу, да, мы получили один и тот же результат. Что касается теперь фондового рынка, то есть какой бы спектрограммой вы не пользовались, да, Бартол-Тарасов, там, временными циклами, либо постоянными, у нас выходит цикл Китчена, да, 41-месячный цикл, вот спектрограмма сама, и вот бьется у нас 42-летний цикл. Ну, у меня это самая большая шкала. Вот. Мы выбираем этот цикл, вот он внизу, и видим, что все поля красные. То есть это означает, что цикл вот на 100% работает. Вот. И у нас вот такая гармоника. То есть снижение фондового рынка будет происходить в 2026 году. То есть это какая-то некая коррекция. Ну, здесь показано, что особенно к весне будет корректироваться фондовый рынок. Также сюда мы можем добавить четырехлетний цикл, четырехлетнюю гармонику. То есть что такое четырехлетний цикл? Это сейчас будет у нас второй год президентского правления. То есть во второй год уже можно, скажем так, не стимулировать население деньгами и проводить некие непопулярные реформы. Вот, скорее всего, в 2026 году будут непопулярные реформы, может быть, какие-то военные действия. И фондовый рынок обычно в 2026 году ну, 26 год у нас похоже там на 22 год, например, да. То есть вот, пожалуйста, снижение было в 22 году. То есть это вот похожий год будет на 26 год. То есть если мы берем все вместе, мы понимаем, что 26 год будет годом коррекции, ну, возможно, даже рецессии. Вот. Ну, почему мы взяли эти два цикла? Во-первых, они действительно очень важны. Во-вторых, все-таки четырехлетний цикл – это цикл политический, а цикл Китчена – он экономический. Вот. Цикл Китчена все-таки имеет экономическое обоснование, а четырехлетний цикл имеет политическое обоснование. Поэтому мы пользовались разными инструментами и пришли, в принципе, к общему выводу, что прогноз на 2026 году по штатам, в принципе, у нас идет в большинстве своем снижение охлаждения фондового рынка. Возможны, очень большая возможность конфликтов, очень большая возможность введения армии, противостояние по оппозиции Сатурна, сейчас объясняю, да, уже противостояние населения 4-10, да, с верховной властью. Вот. Ну, в общем, в целом вот такой вот прогноз. Если очень коротко, то 26 год, это, можно сказать, что для США это год испытаний. Но это все будет длиться, в 26 году начинается, но оно захватит и 27 год, конечно. Вот поэтому ждем, когда этот аспект начнет проигрываться, ну и уже ну, весной, скажем так, уже, возможно, мы увидим первый экзакт этого аспекта, Венера-Нептун, уже будем делать какие-то выводы. Все, спасибо, хорошего дня всем.